Персидские бессмертные, 10 тысяч неубиваемых воинов. Об отряде персидских воинов, называемых бессмертными, мы знаем по кинематографу, где они были представлены в самом неприглядном свете, в фильме «300 спартанцев». В реальности же, бессмертные мало напоминали маджахедов в уродливых масках и были одним из самых привилегированных сословий империи ахеменидов. Исторические сведения об элитной персидской гвардии довольно скупы. Геродот описывает бессмертных как тяжелую пехоту, которые постоянно держались в численности ровно 10 тысяч человек. Он утверждал, что название подразделения связано с обычаем, что каждый убитый, серьезно раненый или больной член гвардии был немедленно заменен новым, поддерживая корпус как сплоченную массу с постоянной численностью. Геродот красочно описывает столкновение элит греческого и персидского войск, гоплитов и бессмертных, как аллегорию войны Эллады и Персии. Имеются и персидские свидетельства существования постоянного состава, который служил основой для племенных сборов, которые составляли основную часть армии ахеменидов. Однако нигде нет сведений о том, что такие отряды назывались бессмертными. Предполагается, что информатор Геродота спутал слово «анасия», компаньон, с «анауша», бессмертным. Как бы то ни было, будем именовать эту гвардию бессмертными, как это было принято ранее. Гвардия пополнялась только из персов или парфян, не допуская к службе выходцев из Турана, Ассирии и прочих уголков империи. Низовые ступени персидской армии, Спарабара и Такабара, служили обкаткой для молодых воинов, командиры которых могли представить самых выдающихся для приема в ряды бессмертных. Собственно, царя персов охраняла элит из элита, избранная тысячи воинов из гвардии бессмертных, которые украшали концы своих копий золотым яблоком или гранатом. Бессмертные участвовали в войнах с Египтом, Грецией, вторжении в Скифию и Индию, управлял гвардией Хазарапатиш, выполняющий функции средние между главой царской охраны и военным министром. Одного из них по имени Гинан греки знают из-за сюжета с 300 спартанцев, которых именно бессмертные обошли с тыла и уничтожили. Вооружение бессмертных не удивляет: плетеные щиты, короткие мечи, луки, а также посеребренные копья, которые отличали их от прочих. Доспехи бессмертные носили под халатами. Персидские барельефы показывают богато одетых гвардейцев, в пестрых халатах, с серьгами и браслетами из золота, на голове они носят своеобразный головной убор, тиару, с маской от ветра. Еще одним специфическим орудием бессмертных были копья с миндалевидным наконечником и круглым противовесом на обратной стороне, обычно в виде яблока или граната. Его функция не ясна: либо баланс копья, либо как булавообразное орудие, или просто для обозначения ранга. Булава, традиционное иранское оружие, входило в арсенал и бессмертных всадников. И самым характерным оружием был сагарис, легкий боевой топорик. Он имел среднюю и тонкую рукоять, плоский клин и длинно-острый обух, что помогало ему пробивать и доспехи, и рубить лезвием. Именно таким топором был ранен Александр Македонский при Гранике. Персидский полководец Спетридат увидел конного Александра и, увернувшись от его удара, взмахом топора раскроил полководцу греков голову, дойдя до костей черепа. Вторым ударом перс бы убил Александра, но подоспевший македонец метнул копье и пронзил перса насквозь. Это спасло великого завоевателя, но он еще долго тяготился полученной раной. В отличие от западной цивилизации, персы не тренировали своих воинов, добиваясь безупречности, а полагались на количество воинов в строю, которое обычно сильно превосходило силы соперника. Желая показать слабость соперника, во время греко-персидских войн, греческий военачальник провел по улицам города обнаженных пленных персов. Греки увидели их бледные и слабые тела, в противовес тренированным грекам, потешаясь над ними, они потеряли страх перед их армией. В поход бессмертные шли с войском и отдельным караваном из гаремов, слуг и родственников, которые, учитывая их численность, мог достигать огромных размеров и чрезвычайно затруднять путь. В качестве развлечения и для самоутверждения бессмертные охотились на львов, гепардов и тигров, шкурами которых они украшали свои седла и одежды. В бою бессмертные были универсальны, они могли воевать в пехоте, быть возничими серпоносных колесниц, сражались конными, однако не смешиваясь с катафрактериями. Известен случай, когда бессмертные победили без боя одной лишь хитростью. Фараон Египта прислал свою дочь персидскому царю в жены, но, зная о том, что тот имеет огромный гарем, решил отправить ему внешне похожую девушку. Когда обман раскрылся, персы пошли войной на Египет, но фараон сумел собрать большую армию. Чтобы избежать кровопролития, бессмертные нарисовали на своих щитах кошек, а перед битвой выпустили рядом с собой их огромное количество.
Суеверные египтяне-ополченцы решили, что сама богиня-кошка Бастет ведет персов в бой и просто отказались им сопротивляться. К сожалению, историю пишут победители о блестящей персидской цивилизации по уровню развития и гуманности, стоявшей ничуть не ниже античной, мы знаем лишь со слов их врагов. А они о бессмертных писали крайне мало. Если вам понравилась статья, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.